Всем чао-чао, меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, архитектурный скетчинг, ландшафтный скетчинг и скетчинг в путешествиях. И вот такую штучку мы будем рисовать сегодня. Я проведу по этой истории, как это все делается, как это все делать просто, удобно, быстро, красиво и хорошо. Вы видите, это мой элемент моего рабочего скетчбука. Тут очень много разных корявок, но я тут недавно для себя открыл способ рисовать это в таких в два слоя. Если у меня есть на моем скетчбуке какие-то ненужные корявки, они остались там от недавнего разговора и планирования, и я думаю, вот это такое немного странное место в скетчбуке, и если я использую на черно-белой технике моего скетчинга технику цветного скетчинга, ну вот это вот, ту, в которой я сейчас немножко ударился, это сепия, работа с сепией и с размытием. Думаю, интересно, а поверх это будет ли работать хорошо? Будет ли работать интересно? И вот сегодня можно будет посмотреть. Смотрите, что я делаю, это эскиз церкви, и я его рисую в двухточной перспективе. Для того, чтобы эта радость у меня хорошо получилась, я сначала рисую основу для моего скетча, и это такие прямоугольники. Прямоугольники в двухточной перспективе. Я уже не раз разбирал эту тему у меня на канале. Смотрите, внизу в описании есть плейлисты там для начинающих, и там много всего. Для того, чтобы понять эту тему, быстро, легко и просто. Ничего там сложного нету. Если вы освоите кубики, то и дальше все пойдет хорошо. Постоянно практикую рисование кубиков, и поэтому мне достаточно легко рисовать в перспективе. Для того, чтобы рисовать в перспективе, мне уже обычно не нужно строить линии построения перспективы, и это все происходит на автомате в голове. То есть, какой метод? Вы сначала много-много рисуете прямоугольники, рисуете кубики, если вам это профессионально нужно. Если вы архитектор или ландшафтный архитектор, то вы прям должны, да, рисовать кубики. А потом очень просто строите необходимую вам структуру, уже не думая о том, как это нужно сделать правильно, потому что это правильно уже есть у вас в голове. Не для того, чтобы моя форма сразу же образовывалась в какую-то такую предметную форму, я использую наравне с моим пишущим инструментом, это Parallel Pen. Я использую Waterbrush или Aquabrush или водную кисть, кому как удобнее называть. В общем, я прихожу туда и размываю то, что я нарисовал моим пишущим инструментом, я размываю водой. И получается такой симпатичный сепийный цвет. И вы можете отметить, что уже начинает вот этот вот цвет с заливкой уже начинает перебивать просто графику. В разных ракурсах камеры может быть немножко похоже на то, что я тут промахиваюсь в перспективе, и на самом деле нет, это просто ракурсы такие. И все это подчиняется законам двухточной перспективы. Там, когда будет камера попрямее, вы, может быть, отметите, что, типа, все окей. И вот теперь рисую конус, вот этот, который уходит в пространство для купола. Он будет такой достаточно высокий, в смысле он есть высокий, потому что у меня одна из задач текущих на сегодняшний момент — это разобраться вот с этой штукой, потому что есть подобие, которое сейчас строится. И нужно подумать там над некоторыми элементами экстерьера. Нет, элементами фасадного декора, да, какой он был раньше. И вот я сейчас старательно сижу и смотрю энциклопедии и книги по русскому народному зодчеству и делаю такие зарисовки для того, чтобы вот эта вся умозрительная структура перешла в какую-то хоть более-менее практическую, для того, чтобы у меня был более-менее реальный процесс обучения тогда, когда я знакомлюсь с книгами, тогда, когда я набираю материал. По сути, скетчинг — это как будто бы такой конспект, только конспект визуальной информации. А вот в этой визуальной информации мне, как ландшафтному архитектору, вот это вот очень-очень-очень-очень большой пласт важной информации содержится. И для того, чтобы его зафиксировать для себя, я просто рисую его в скетчбук. То есть я тоже рекомендую делать скетчбуки такие, если это часть вашей профессии, и зарисовывать туда важные для вас элементы. То есть это не обязательно может быть проектное решение. У меня там проектные решения намешаны с множеством всяких идей и мыслей, и цитат фактически.
для того, чтобы формировалось ядро мысли, идея концепции, и потом выкристаллизовывалась в проектную штуку. Вот в том числе и для этого я рисую вот эти вот маленькие скетчи. Они не несут в себе какой-нибудь художественной ценности, они являются для меня топливом. То, с чем я работаю, то, с чем работает мой мозг постоянно. И мне нужно, чтобы они под рукой у меня были постоянно, вот поэтому они у меня в скетчбуке. И смотрите в конце этого видео, там будет такая... Я пролистываю свой скетчбук, и вы сможете там внимательно посмотреть, ну или не внимательно посмотреть и увидеть, что у меня там в скетчбуке происходит. Я это делал еще в Италии осенью, а потом, наверное, перестал, но сейчас я думаю, что обратно введу это все в практику. Мне очень нравится, как работает вот этот вот цвет, который я использую. И я немножко тогда проговорю про инструменты, потому что, ну, с самим типом рисования, наверное, все понятно. Я проговорил необходимые вещи. Я рисую с помощью Parallel Pen. Это фирма Pilot, если ничего не путаю. И оно такое интересное, странное. Оно может писать боковой частью и может писать полностью своим пишущим стержнем. И, по сути, оно предназначено для каллиграфии. Но только я его использую немного в другом контексте, потому что оно мне дает необходимые для моего типа скетчинга возможности. Это одновременно и очень тонкая линия, и очень широкая линия. И я, собственно, не меняю инструменты. Это супер круто. Это про Parallel Pen. Про чернила. Это чернила ореховые. Это, сейчас скажу название, все, мне его никак не запомнить. Попель Пен. Попель Пен. Ну, это такие мои друзья из Москвы. Они делают чернила и делают такие из натуральных материалов. Ну, на самом деле классно. Вот тут прислали мне на то, чтобы заценить всю эту историю и сказать свое мнение. И я прям очень рад, потому что такой натуральный цвет и близкий к идее, очень близкий к идее сепии, как я ее вижу, как я понимаю себя. И шли там старинные монстры, там старинные мастера. А для меня это прям супер важно, чтобы мой скетчбук, он был похож на скетчбук да Винчи. У меня немножко такая, да, корона на башке. Что с этим делать? Ничего с этим делать не буду, буду это развивать и поддерживать. Надеюсь, хоть чем-нибудь мне это поможет. И немножко проговорю про результаты практики, вот такой постоянной практики скетчинга. В том, что вот если это делать постоянно, то просто это становится легко. Это становится нетрудно, это становится просто понятно. И в этой практике скетчинга вычленяются те моменты, которые очень-очень-очень сильно оптимизируют работу. Я не сказал бы, что скорость — это оптимизация работы. Я не бешеный принтер точно. То, каким образом мы показываем нашу архитектурную идею или ландшафтную, или проектную идею, это скорее движение в ракурсы и сочетание графики и инфографики. Ну, про инфографику достаточно много информации. Сейчас в интернете ее много используют в презентациях, и это очень интересный, насыщенный способ донесения информации. Ну и вот я его в своей работе, вот вы можете посмотреть по скетчбуку в конце видео. Я его сочетаю с моим типом скетчинга. Не скажу, что делаю это прям везде и постоянно, но так, довольно часто. Расписываю, разрисовываю свою идею там в разных ракурсах и делаю пояснительные моменты. И тогда человек, например, даже если я не присутствую, как я могу не присутствовать там, где присутствует мой скетчбук? Не знаю. Ну, можно сфоткать, отправить, например. И тогда человек, просто глядя на мою иллюстрацию, может понять мою большую идею. И мне нет необходимости убиваться над красивостью, потому что вот это вот впечатление от красивости, которого, ну, добиваются при всяких визуализациях, мне кажется, это странно. Это немного странно. Архитектор, ну, он должен передавать мысль. Мысль, идею, функцию, концепцию, работа с культурным слоем, историческим, работа с потребностями, работа с бюджетом. Это очень-очень-очень большой набор элементов, пазлов, на которых строится сама проектная идея.
И то, каким образом работает мозг архитектора вот со всей этой историей, это, мне кажется, и показывает класс этого архитектора. Вот. И тут, мне кажется, совершенно недостаточно там какого-нибудь красивого рендера или там цветастых иллюстраций. Это вообще просто прям движение в другую сторону. Но можно делать и так, если у вас есть свободный ресурс. Почему нет? Я предпочитаю движение в такую, немного в другую сторону. И одним из типов, на которые я ориентируюсь, например, в визуальной подаче, это я недавно зашел в Дом книги и посмотрел и увидел такие интересные штуки. Например, как это делал Рембрандт. У него эскизы для картин вот близкой, то есть к теме, к которой я и направляюсь постепенно. Я так вцепился в эту книжку и давай изучать, потому что вижу такое направление соосное с тем, что я прям пушу. И очень многие моменты он прям уже даже там разобрал, а я тут бьюсь головой об стенку. Я такой, блин, мне же мой преподаватель когда-то по рисунку говорил, иди и там смотри классиков-то, смотри, бери и копируй. Я такой, когда я буду делать это? Я же весь в работе. А вот, и накрыло. И теперь я сижу и проглядываю, что делали по-другому. Я сначала смотрел, что делали великие архитекторы, теперь я смотрю, что делают великие живописцы. Хотя сам я не сказать, что особо рисую хорошо. Ну, так, скетчу. Но такой у меня есть, в общем, внутренний ценз всего этого, который дает мою стилистику. Ну, такую особенную. Ну и плюс контекст, то, что я очень-очень-очень-очень, уже 5 лет, наверное, ну, езжу в Италии, практикую, сижу на проектах, ну, участвую во всем этом. Ну, это прям большая история, которая очень сильно меняет мозг. И требования к тому, что делает сам. Вот я сейчас пролистаю мой скетчбук. Тут он такой довольно плотно зарисованный, в нем очень-очень-очень много идей, и он постепенно уже подходит к концу. Это такой формата А3, кэнсоновский скетчбук, черный, внушительный, тяжелый. И я его начинал, наверное, где-то давно, может быть, перед летом. Ну и там все. Еще плюс еще один у меня скетчбук только формата, не помню, А5. И еще один супер маленький. Вот такие штуки. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А меня зовут Кичагин Эдуард. Всем чао-чао. И смотрите в описании к видео еще новые видосы.